О, наконец-таки мы начинаем ран. Так, ран начинается у нас, как только мы нажимаем файлы. Сейф файлы, да. All right, everyone. Hello and welcome. My name is Void, and this is О, предыдущий ранее как раз-таки будет у нас комментировать на английском. level of Donkey Kong Country 3 race that you've ever seen on Games Done Quick. This is gonna be really awesome. I hope you guys are В excited for 2020 this году one. как раз-таки We у have нас Bluepen, 103% Shaaf, рана they're all делал. very talented, very good at the game. And yeah, we should get this one started. So hopefully all the runners are ready to go. То, что нужно. Так, я так понимаю, сейчас идут последние приготовления. All right. In 5, И отсчет 4, 5, 4, 3, 2, 1. go. Погнали. All right, here we go. The first things first, what you want to do is skip Wrinkly. The game essentially forces you to go into the Wrinkly safe cave at the start of the run. Так, я так понял, это у нас Bluepen сейчас на первом экране. Without having to go through the mandatory Так, как я и говорил, геймплей на DKC3 не особо сильно отличается от предыдущих игр, разве что у нас теперь есть какого подкидывания. Грубо говоря, мы можем сделать таким образом приблизительно как двойные прыжки, и это нам дает очень много сокращений, дает очень много доступа к бочкам ворпов, то есть буквально, что он докидывает сразу в конец карты. At the start of the first level. More 2-1 jumps will be involved later on. I'll be pointing them out at that time, but you can essentially classify them as double frame perfect tricks for all intents and purposes. Бывает такой рассинхрон. Может быть, это действительно рассинхрон, между прочим. Не, мы все-таки следим за Шафом. Окей. For the start of the game, so I think you guys have time for 1 or 2 quick donations as a result. Certainly. Wubsparse sends in $25 with a water check. Make sure you all stay hydrated, and let's go beans. And Dr. Abyss donates $50 and says, here's my last donation of the day. That Cuphead run was so wonderful, but it's time to stop monkeying around or you might slip on a banana peel in Donkey Kong Country 3. And then you might say, oh, banana. Putting this towards the Spider-Verse costume in Miles Morales. Пока что Шаф впереди, причем уверенно впереди. Something worth noting that happened in the last level, that was pretty much the intended way of seeing Kiddy Kong's water bounce mechanic. We're also going to see that. Да, кстати говоря, хорошо, что напомнили. Мы только недавно в предыдущем уровне мы увидели, как Кидди Конг, это здоровый в синей пижаме обезьян, может буквально зависнуть на глади воды. Это такое объединение и способностей, и при этом и небольшого бага в игре. Они уже дошли до первого босса бочки. Но его на самом-то деле пройти довольно просто, если знаешь, что делать. Мы сразу ловим, мы уничтожаем и сразу ловим маленькую бочку и закидываем его в рот, и сразу проталкиваем вперед, чтобы продвинуться дальше. Если играть обычно, это занимает где-то минуты 3, потому что это надо сделать 4 раза. Но так как мы буквально это делаем слишком быстро, мы буквально это делаем за 2 раза. И вот как раз-таки первый скип мы пытаемся... по-моему, не получилось. А, не получилось? Получилось, но не так быстро. Мы как раз-таки увидели тот самый глич, о котором мы говорили еще с аниме Леодосом. Но получилось у Шафа с первого раза.
You can end up saving a bunch of time in different locations in the game. This one saves a little bit, pretty useful. О, мы как Especially раз-таки, considering how еще раз, мы увидели как tight раз-таки вот and эту механику precise the early эстафеты. game can be. There's really not like a lot of room for. И это, кстати говоря, первый спидранерский уровень в этой игре. Грубо говоря, там был челлендж, чтобы побить рекорд времени прохождения этого уровня одного из персонажей этой, Game is грубо really говоря, going to be зоны. picking up as soon as we finish this world. And the problem with this is obviously going to be the boss. The boss of World 2, Eric, is going to be pretty tricky, but these runners are so good. I do not expect them to have any problem with them. Мы, кстати говоря, сразу пропускаем этот уровень с ворпом, где мы впервые должны были использовать сквокса. То есть, как и в любом Donkey Kong Country, тут также есть трансформации в других животных. И сквокс — это у нас попугай. Yeah, there you go, Eric the Spider. Very clean first hit from Shaaf. So when you hit Eric from above, actually it is I want to say like pixel perfect, but it might not be. Вау, они очень быстро проходят паука. Extremely precise. So it saves a Это little bit очень of time точно, to be между able to прочим, hit босс Eric был. from above, and is not intended whatsoever. Yeah, very nice fight for all the runners. Заезжаем к Фанки Конга, Now получаем we're on to World Хаверкрафт. 3. Идем в третий мир. And like I said, Но, World к 3 is сожалению, really эту where, анимацию никак не пропустишь. the run is going to be picking up no more warp barrels and a lot more dangerous areas and strats that are going to be performed by the Надо сказать, runners. Лав и Шаф сейчас идут очень прям нос к носу, ноздря в ноздрю. And also worth mentioning, a lot of the levels in DKC3 have unique and interesting gimmicks to them. So for this level, А что Fireball интересно, Frenzy, this is Лафа the будет only использовать level in the палмод, game что ли? that you will see these Немного carbine цвета enemies другие. shooting what I can персонажах. only presume to be cheese balls from the background. Да, как вам, кстати говоря, совы, которые разбрасываются сыр-колбасом? Vertical rope climbing right there by both Shaaf and Laugh. And a nice B jump from both runners. Как скажешь. Bluepen just a little bit behind, coming up on the said B jump. Gets it as well. For the ending here, we're going to be taking a damage boost. Save a little bit of time. Я так понял, там худ справляются. Я просто сейчас... Я смотрю просто оригинальный стрим. The damage boost serves two functions. First one, obviously, Мы уже, кстати говоря, на третьем уровне третьего мира. Ideally, what you want to do is keep both of your Kongs until the very end of. Кстати, если я правильно помню, это первый уровень этой игры. There are some areas and functions in this game that are faster to execute with only one Kong. Laugh opting out of that strategy. He's gonna grab the safety Kong. But both Bluepen and Shaaf gonna be rocking. Интересно. Рассказывают о том, что обычно any% на скорость играются без одного конга, потому что, как оказывается, так банально быстрее. Но Лав решил от этого отказаться, играет на верочку с двумя. Some very minor optimizations that are done by all three runners. You want to either jump onto those pits or dismount those railings to save a little bit of time.
which adds up И throughout the все-таки course Шафа of this вырывается auto-scroller. чуть вперед. This is the unfortunate part of the Прям на early самую game малость. of DKC3. You have a lot of warp barrels at the start of the run, followed by a very tough level in Fireball Frenzy, followed by back-to-back auto-scrollers. So Ripsaw Rage, that you are going to be seeing on the screen right now, is about a minute and a half of just Да, мы сразу это все watching the пропускаем saw дело. rise slowly. Просто выходим Yeah, за from what I экран, hear, it's one пила of the more теперь нам не страшна. controversial levels in the game for a number of reasons, but if we've got time for donations, You absolutely have time И for donations. I возвращаемся, was как just about to задуман point out. этот it's уровень. my pleasure. Merck's War donates $200 to the Prevent Cancer Foundation, saying, I've been watching since it was a small room with maybe 50 seats and a couch, and to see how you all have grown is amazing. Normally, I can't afford a big donation, but I've had a good holiday season, and there's no better place to spend some Christmas cash than get in on all these awesome prizes and a great cause. Love you all, Merck's. And $25 from Laugh's brother Ryan, who says, growing up, we played Donkey Kong Country at our grandparents' Так, house when пока we что stayed the night. It's скроллинг always been our уровень favorite, будет у and it нас. is one of my most cherished memories. I still remember breaking out the old Super Nintendo and Тут getting hyped быстрее, to к play сожалению, не it too. пройдешь, поэтому 20-some years придется later, and my терпеть. brother is a top 3 runner in the world and is here at GDQ showing off his epic gamer skills for the whole world to see. Однако, надо сказать, Glad это очень everyone сложно watching постоянно back home couldn't be happier for you. Go keep вспоминать, now and defeat где the mysterious находятся у нас Love, крючки. your incredibly proud little bro. Игра их называет Сники. Or Sneaks. You've got time for a few more. Okay. Taco Mycella then sends in $10 to us and says donating to make sure that the airship percent run isn't a lie. And $20 from Dax Ossigator, who says, you know, someone earlier mentioned cheetahs being the best animal. I would like to respectfully disagree and уже say Шаф they у are нас second в to конце the true уровня. best animal, alligators. Good luck, runners, and let's beat cancer. We've got something really roiling beneath the surface. I'm surprised no one has said that apes or monkeys На самом деле, or, превосходная оптимизация от Kitty Шафа. and Dixie in particular are the best animals, but maybe that's still coming. Yeah, it's Всё прям по all памяти subjective, сделал. you know. А, и держатель мирового рекорда, ну, But ничего yeah, не скажу. so here we are. We're done with the auto scroller, and now we're entering Blazing Bazookas. And Да, Лав this is the main действительно, reason why you wanna be solo call. учитывая то, Every что это time you гонка, enter и a тут barrel, все что automatically угодно shoots you может out. произойти, It is actually slower они to идут have both действительно ноздря в calls ноздрю. versus being solo calling. You can lose like upwards of a second per barrel if you have both Kongs. So yeah, Laugh gonna be losing a bit of time compared to both Bluepen and Shaaf, but he has the upside of being much safer in his execution. Лав прям очень на тоненького сейчас Not играет. like that in this level. This is one of the levels where the halfway barrel is actually out of the Там way. еще чуть-чуть So- тротиловая бочка сейчас бы прям дошла бы. And it is a pretty long and pretty tough level. Но они буквально отстают друг от друга где-то на 0,5. Это вообще кошмар. And this is where they're both gonna actually regain their extra Kongs. So Logi Labyrinth is a pretty excruciating level. This is первый водяной уровень. one of the levels where if you make a mistake, it's actually gonna cost you 3 times the amount of time that you're gonna lose in another level because everything is slowed down, low gravity. Right there, what you just saw on both Laugh and Shaft's screens is a Just Defend that we call. Bluepen just also performed it very nice. You can actually trick the Crimp into taking damage from behind by pressing the opposite direction that you're moving in as you're about to roll through it. It's a neat way to gain speed in a level that... Говоря о трансформациях, мы трансформировались в попугая. Что, между прочим, позволяет нам вот так вот обтекать потолки и стены. Commentator's curse, by the way. Заметьте, как еще хитбоксы в этой игре интересно работают. Shortly. Хитбоксы, если я правильно помню, в этой игре это буквально, короче, вертикальная палка. Те, кто играл в старые Mortal Kombat до 3-го, они, может быть, тоже помнят. Хитбокс буквально это, короче, палка.
set up their Kong order and also to just clear this final section of the level safely. Because they're about to perform arguably the hardest technique in this entire run. We call it Task Chaos, and it essentially involves this double frame perfect trick that I mentioned at the start of the run. Как They еще have один to frame do it perfect 4 trick. times. So there's one from Shaaf. Это снова надо забросить. There's another one. There's a third one. Еще третий раз. И... just got У обоих one right что-то there. почему And это another one. не сразу все получается. Doing very good. Блипен Doing very прямо good right прилично now in отстал. this fight. Секунд на You want to 15 do it уже. 4 times, and then you have to sit through this cycle that Shaaf is currently watching, and then you can go for a damage boost right there. О, Gain the high Лав, reward for по-моему, the это 6th такого and final hit. Very nice уже в fight последней фазе. from Shaaf. Let's see how Bluepen performs on Task Chaos. Не, у Шафа получается все равно с этим трюком и с эстафетой. Got the first one. Got a backup for the second one. Very nice. Теперь он прямо неплохо так отрывается, надо сказать. Он уже прям отрывается на... Takes damage, unfortunately. Ну да, где-то уже на 12 секунд. Unfortunately, losing a Kong early in Впечатляет, the fight. впечатляет. You pretty much have to do the fight the intended way, which is unfortunate. But that's okay because the great equalizer is coming later in this run as Shaaf and Laugh are moving onto World 4, Cotton Top Cove, and Boss's Blockade is the first water stage in the run. It's actually a pretty nice one. Мне нравятся колбеки к первому DKC в саундтреке этой игры. At least in my personal opinion, a fun one to optimize. So the corners... Я думаю, то, что основной стрим немного сейчас приглушен, вы вряд ли услышите, конечно, но саундтрек во всех трех DKC просто невероятный. Without bonking, and by doing so, you can end up saving a lot more time than it seems. Raising the end right there. Кстати, как во многих уровнях всех игр Donkey Kong Country, почти в любом водяном уровне, чтобы не получать урон, достаточно просто постоянно либо находиться посередине, либо плавать вдоль стен. A lot of what makes this level interesting is not only the corner cutting, but also страта, которая работает почти в любой игре. the bosses in their respective cycles. Now Rocket Barrel Ride. Not too much to say about this stage. There are a couple damage boosts, but overall, this level is pretty easy. There are a couple tricky spots. But overall, not too bad, since there is a lot of just entering the barrel and... Да, кстати говоря, это не работает. Но это, по-моему, скорее геймплейное ограничение. There's gonna be another damage boost come in on Shaaf's screen. В этом уровне очень много, между прочим, дамедж-бустов. Но Лав, между прочим, потихоньку снова догоняет, надо сказать. Он не так далеко снова от Шафа. The Donkey Kong Country 3 speedrun, they do save a lot of time over the course of the run. Another damage boost right there. This one also... Скорее, Bluepen очень далеко у нас. Он только-только выбирается из пещеры. Firstly, obviously, to help with the barrel and B cycles and make them faster. And secondly, it is to reduce the lag in this stage, creeping clasps. If you do have both Kongs, кстати говоря, как я и рассказывал, эта игра вышла уже в конец жизни Super Nintendo. Это уже был 96-й год. И, может быть, вы уже даже видели, и вот тот скип с пауком, он как раз-таки получается из-за того, что игра прямо сильно замедляется.
Grabbing the barrel И поэтому as, просчитывается I can сразу only несколько assume инстансов a, урона safety. по боссу. И в этом уровне это тоже не исключение. Вы много раз увидите то, что здесь некоторые враги буквально перегружают экран. Особенно вот сейчас, как у Лафа, между прочим. У Лафа можно сразу заметить то, что иногда, когда много врагов на экране и вообще анимации на экране, игра явно замедляется, но при этом все равно игрок после этого, что как компенсацию получает ускорение. И это ускорение еще, как и в любом Donkey Kong Country, можно также сохранить. An extra Kong because you do want to have Dixie Так, они уже in the дошли stage and до also второго more водопада. some damage boosts later on. Right there, a damage boost from Laugh. Fixes Kong order. And now back on track. Yeah, the gimmick of the stage, obviously those barrels, horizontal moving barrels that track your position. Как и в первом водопадном уровне геймик, это опять-таки эти вертикальные бочки. Еще один damage boost. D-boost right there on Shaaf's Но тут уже screen, очень прямо аккуратно надо быть. followed by grabbing a Kong and another D-boost. Еще один буст. And we're out of here. Bluepen slowly but surely making his way back. Ой, стоп, Лаф опередил Шафа. Stage as Laugh and Shaaf are going into fish food frenzy. So, Как я говорил, Лав прямо быстро наверстывает. one of the most obnoxious gimmicks Вроде бы он отставал in the только entire недавно game. на 10 секунд, а он уже опережает. Likes to eat fish, and he does not like to eat clams. If he eats clams, he's gonna get really angry at you. And also, he needs to eat fish at certain intervals. If you spend too long without feeding your fish, he's gonna get angry at you as well. Так, я насколько помню, Блюпен у нас отстал, между прочим, где-то на 6 секунд по старте. Что надо будет посмотреть, какое его настоящее время чуть позже. Лав все-таки опережает где-то на там пару-тройку экранов все-таки Шафа. Явно ускорился очень прям вот серьезно. Consistent movement throughout and make sure that he does not do something that you do not want him to do. Laugh first. Да, у нас теперь Шаф отстает на 3 секунды. Еще один водопадный уровень. And now we're on to Jar Jar Binks, the boss of World 4. Как любят называть босса этого водопада Джар Джар Бинкс. You're actually fighting this boss as Ellie the Elephant. You want to spit water into his eyeballs whenever he reveals them after he's done doing his water gun spinning attack. The tighter the water gun hits from Ellie, the more time you save, obviously. Laugh is doing a really particular strat. Shaaf is doing it as well, where they want to position themselves. По-моему, на втором водопаде он упал. So that they can really optimize the damage dealt to Squirt. Alright. Кстати, мы, да, чуть не забыл, мы только что увидели вторую трансформацию слона. И слона зовут Сквиртс, то есть брызги. But a lot of time to be made later in the run.
Now we have both skis. We И после unlock водопадов мы level получаем 5, еще один so апгрейд. that's where we're gonna go. Теперь у нас Turbo есть ski allows us to climb waterfalls. э, Very peculiar thing about турбосани. DKC3 compared to DKC1 and DKC2. И The турбосани нам overall feeling позволяют is actually well built. в хаб-мире пройти easily practiced. по водопадам вверх, и мы теперь в горах. And now crevice creepers. This level is extremely dangerous. You see those horizontal Первый уровень ropes, у нас пятого and мира DKC climbs them крайне quicker. довольно сложный. So И вот for особенно вот сейчас, as если much вы as смотрите на лав, possible, вот the такими runners моментами, are где going to be уступы using extended крайне throughout the довольно stage. острые, и надо This делать is очень another точные level that is прыжки. faster to do with only one Kong, Это прям but хорошая проверка на considering консистенции how difficult раннера. and dangerous this level is, I do not blame them И for то, a как second постоянно он for может grabbing проходить a одинаково safety уровни. Kong and making their way through. All right, very nice. О, опять-таки, это шикарный саундтрек. Очень быстрые прыжки на веревках. О, Oh, еще один онрейл. like I was saying, very dangerous stage. Fortunately, the death Bluepen just took was right at the start. О, нет, Bluepen, я только как раз таки говорил, да, Bluepen подорвался. Это еще один как раз таки риск, который ты делаешь, играя только за одного Конга. Точнее, имея одного только Конга. Да и играя тоже. У тебя в этой игре есть выбор играть только одной обезьяной или двумя сразу. The way to optimize the stage is you want to jump on some bees, you want to jump up and down the slopes to really maintain your momentum and Да, как и многие, между прочим, уровни DKC, здесь очень важно иногда распрыгиваться, you actually have просто time to сохраняя safely свою evade the скорость, detonation if you want. Definitely. которую ты зарабатываешь либо прыгая на врагах, либо Come here to throw спускаясь barrels, watch с горок. speedruns, and fight cancer. And we're all out of barrels. Ух, Thank you very ну они much. прямо снова And ноздря Glenn with ноздрю идут. $50 just Это says, будет "Good luck with очень the race." близко, чат. Very excited for this race. All three runners are incredibly skilled and dedicated, and I know it'll be a great show. As a friend of Laughs, it has been incredibly inspiring to watch him improve at the game in what feels like so little time. So once again, good luck, and remember to skip your Мы snowman. примерно уже к этому моменту уже прошли где-то пол игры, на самом Which is деле. coming up, by the way. Do not miss that. All right, barrel drop bounce. This level is actually pretty obnoxious. The hitboxes from those barrels falling down the waterfalls are not what they seem, but there are a lot of cool skips throughout this level. Опять-таки that еще make use одни of the скипы keep с throwing эстафетами. mechanic. This one coming up very Мы таким образом буквально можем прыгать либо на уступы, либо на бочки, которые у нас спавнятся выше экрана. throw up the barrel. Land on the one above it, and then team throw up the ledge, as you saw on Shaaf's screen, having some issues Ой-ой-ой. with the skip. Шаф отстает у нас теперь на but made 11 it out секунд there целых. safely. Laugh cruising. He's now in Crackshot Croc. The gimmick of the stage, you are Squidder the Но Spider. теперь у нас There are трансформация в fans паука. in the chat room. Big fan of Squidder the Spider. This level pretty tough. They're gonna go Самое интересное, for его a имя very Squidder, precise якобы and technical ползун. route that involves a mechanic recently discovered in this game that makes it so that you can chain together those web platforms that Squidder creates. You can chain them very quickly. Да, и как вы можете видеть, он умеет делать платформы прямо в воздухе, что делает прохождение вверх, и вообще вертикально, очень простым. И нас еще к тому же сейвовым. But this is a very dangerous level because obviously you commit to this technique. Также его паутина может работать как проджектайлы, то есть как оружие, стреляя во врагов. Also, as you can see, these vats, these giant vats, they do not have collision.
Шаф примерно in between догоняет. them, so Тоже you can наверстывает actually use that to your упущенное. advantage and land there. Где-то уже 6 секунд отставания. And now for Lemguin Lunge, very tricky level. The Lemguins arguably have one of the worst hitboxes in this Да, entire кстати, game. по поводу пингвинов в этом You take уровне. advantage Их of хитбокс them крайне мерзкий. Помните, я in говорил, то, ways что хитбокс в этой игре у to персонажа, грубо a lot говоря, of это speed, вертикальная as you can палка. see. As long as they're Что airborne, ж, что for the будет, most если part, you can roll хитбокс through them. врага будет горизонтальный, так еще вдобавок удлиненный? Их начинается вот буквально хитбокс с начала That is клюва precisely до what самого they конца are их going лап. to do. Это вот, настолько вот мерзко. Bluepen coming up on the ending of Crackshot Croc. Ooh, okay. Good save from him. Так, уже 3 секунды. All right, so Bleak skipped now. Снова у нас теряет 2 секунды Шаф. This is our man. This is the great equalizer. Это, да, наверное, самый сложный босс этого игры. Trick that you have to execute here. You want to press the pause button on the same frame as the game would kick you out of the fight. And Shaaf gets it first try. Very Вау, nice. окей. Шаф резко проходит эту игру, потому что в этой игре есть скип, заложенный разработчиками. Если точнее, это даже не заложено, а не исправленный разработчиком вовремя. Если ты нажимаешь старт, как только ты получаешь урон от снежка, ты можешь таким образом сразу пропустить уровень. You want to press start, and if you do it correctly, А у Лафа это уже не получается 4-й раз. entire fight. And if you get it first try, it will save you a whole minute over doing the fight normally. If you can get it fourth try, which is what Но опять-таки рано как раз-таки прямо зависящие от вот этих вот скипов. Если у тебя получается это с первого раза, ну, я не знаю, с тобой что-то не так, ты переиграл эту игру. Unfortunately, does not get it first try. У Bluepen та же самая, между прочим, проблема. One of my favorite stages in the entire run. Buzzer Barrage. The collision. Да, надо сказать, Вар еще держит, да. And bees are actually not really lined up. So you can use that to your advantage. Ну, надо сказать, если вот так дальше будет играться, они не так уж и далеко друг от друга, Лаф и Шаф. So there is a skip that Laugh is about to attempt in a little bit, where he's going to damage boost and go through this horseshoe shape. Честно, будто бы про этого босса Снеговика тут действительно такое ощущение, что я смотрю как биатлон. Либо ты попадаешь, либо ты нарезаешь штрафные круги. Тем не менее, мы уже добрались до каньона. Это еще один такой заложенный вертикальный уровень этой игры. And Bluepen finally got Bleak Skip, and now is going to be making his way into 6-1. Bluepen tried to actually perform another pretty recently discovered technique called the barrel jump. Да, похоже на то. Да, похоже на то. You want to grab your barrel, you want to jump and drop it at the same time, and after that you have one frame to do another jump and get extra height with it, and it will save you a little bit of time over breaking the barrel and having the team throw, which is what I think both Laugh and Shaaf did. And now they're actually on the longest but also final auto-scroller of this run, Confused Cliffs. Это еще мне напоминает, что это будет последний автоскроллер этой игры. What we call the Burn Your Rope update when we are in this stage. So I'm gonna actually give you guys a Burn Your Rope update and ask you if you Да, наверное, я слишком, наверное, щедро сказал. Скорее, этого рано, потому что я все вспоминаю, в этой игре есть несколько бонусных уровней, которые имеют тоже автоскроллы. If the answer is yes, then please enjoy more donations from a tea tree. Hey,
I've been enjoying everything else about this run. Thank you very much, Void. And yeah, it'd be my pleasure. So we have our best animal conversation going on, getting a little bit heated. Из всех вещей, которые, кстати говоря, раннеры в этом уровне могут использовать, это их буквально прыжки на бочке. И таким образом работает примерно точно так же, как Damage Boost. Играть буквально чуть-чуть вертикально поднимает вверх, и это может дать тебе немного ускорения. Тем самым ты сокращаешь чуть-чуть свое время. Отсылки к Данки. Donkey Kong December. Pixelos donates $1,000 and says, I've never had the money to spare at previous events, but now I'm finally able to donate a big sum. Though cancer never affected me, it might in the future, and I wouldn't know it now. PCF is a great cause to donate to because not everyone can be as lucky as I am. Thank you to all the runners and helpers at AGDQ that make it possible. Greetings from Germany. Geo donates $10 to Prevent Cancer Foundation and says, can't believe when this started. Надо пить колу и есть пиццу. Изария, чтоб ты понимал, я сейчас пью правильный напиток. Я пью Funky Monkey. Я не шучу. У нас есть лимонад, который называется Funky Monkey. Так что ты не прав, я пью тот напиток. And good luck, chat, on raising money for the Prevent Cancer Foundation. Thank you to everyone. Is it time for a burn? Не реклама была. The Burn Europe update has been successful. Thank you very much for the donations. О, у нас возвращающаяся, между прочим, трансформация с первого DKC. On left screen. This level actually doesn't seem like much. For a lot of people, all it seems is you just smash the Y button and launch with Ongar. Ongar is actually overpowered. Он неплох, он правда неплох. He virtually takes damage from nothing except from the clams. Я видел, у них там есть кола и апельсиновый. Я апельсиновый пью, мне больше нравится. So, it doesn't look like much, but this level is actually pretty tricky to optimize, and there is a significant amount of time that can be saved by just cutting corners properly, doing some movement that not necessarily all the other runners of this game might be doing. Ага, это у нас уже начинаются солевые пещеры. So they know what they're doing regarding the stage. Shaaf currently on Pothole Panic, another pretty fun stage to execute. Интересно, кстати говоря, чем богат DKC 2 и DKC 3, это вот как раз такие вот смешанные уровни, где смешиваются и горизонтальные, и вертикальные уровни, как и обычных наших уровней на земле и водяных уровней. Мне очень нравится эта крутая затея разработчиков. Me talking about the water bounce from earlier this run finally paid off. Ваф у нас уже довольно далеко отстает, между прочим. Another 2-1 jump spot. This one saves about 10 seconds if you do it first try. Second try for Shaaf. Unfortunately, I jinxed the first try, but still very good. Кстати, вот насчет всего, это хороший вопрос. Либо это у Bluepen что-то. Я подозреваю, скорее всего, это у Bluepen что-то. Потому что у него почему-то запись идет довольно темнее, чем обычно. Чем у остальных, например, раннеров. Shaaf getting through the stage with Solo Dixie, gonna be entering Barbos. Very nice second try from Laugh as well, getting the damage boost properly. Grabs the Kong for safety. And this fight is actually super sick. So да, это очень клевый босс. У него есть немного тут рандома. Вот как вы видите, как его пуляют свои так называемые каштаны. Он немногим, кстати говоря, напоминает босс растения из Супер Метроида. Into hitting those clams quicker that are guarding Barbos' sides.
И да, не, он у всех темный был, но у Блюпена просто, может быть, с яркостью на записи что-то не то. Может, это просто там Дискорд так режет. То есть все равно я сейчас вижу, как сливы, у него немного сливы и пещеры эти. Они выглядят всё равно, и мало того, что гамма немного подкрученная, что ли. Может, скорее всего, в Дискорде режет. Я это спешу в Дискорд. Можно? Оно вот именно то, что как будто бы гамма, она вышла из контроля у него просто. He does. Nicely done. And now it's time for World 7. The culmination of the gimmicks that I guess the devs did not want anywhere else in the game. So we have really we have some of the most gimmicks. Тем не менее, мы сейчас между прочим, помните, как в Капхеде были дембусты за счет того, что у нас было удвоение жизней? Так как у нас два конга, мы можем в этой не попадаем в фейс, мы можем также использовать такой вот damage boost. Когда мы теряем конга. Это Дискорд, ребят. Я не знаю. Извиняюсь. Так происходит. Прям сильный рабовой сюда. О, нет. And now Creepy Caverns. Creepy Caverns is actually the biggest point of RNG. Я не знаю, мне, кстати говоря, я вижу, между прочим, то, что у меня есть потери исходящих пакетов. Похоже, это действительно может быть моя проблема. Хорошо, сейчас забыл. All you have to do really is hope that you do not get screwed over by a bad pattern. So right there, the barrel that Shaaf just got in, it can really mess you up if you get the bad RNG. Laugh actually going to be going right there for an alternative strat to really mitigate the RNG that you can potentially get. Another one of those vertical zips that was talked about in Пока вроде окей. Ну и хорошо. Будем надеяться, что это не повторится. Не повторится сегодня. Потому что это не единственный ран, который я сегодня буду комментировать. Nicely done by Shaaf. Шафу заканчивает у нас третьи целевые, неплохо. Now this is the pièce de résistance. So Lightning Lookout. In terms of obnoxious gimmicks, this takes the cake. Ай-яй-яй. So you have this Lightning, right? Damage boost он уже теряет. Эх, на целых 20 секунд у нас остается лав. That is not really easy to finesse around. So the runners really have to be careful and also like have really consistent movement in order to make sure to not get destroyed. Нет, в смысле, что знаешь, что ты забыл про AGDQ, эй? Как так-то? Она может, что ты вернулся. Самое интересное, Шаф и Лафра проходит этот уровень немного по-разному. Лафа... Не, пардон. Шаф использовал фишку Киди Конга, этот опять здоровый, который в синей пижаме. Он может буквально немного проплывать, даже не проплывать, а как скользить на глади воды. В то время как Лав банально проходит уровень, используя Дикси, просто спиннинг-ту-виннинг, как сказать. And now onto Coindozer Clamor. Учись, побеждай. The Coindozer hitboxes are actually... Let's just say that they're hitboxes, alright? You really want to land when the Coindozer is really, like, with his shield. Да, кстати говоря, довольно простой уровень, если ты знаешь, что делать. Does not knock you off.
Otherwise, you can be in a... Грубо говоря, он состоит из таких вот платформенных участков. Если ты часто прыгаешь, ты почти всегда в безопасности. Some Just the Fans from Laugh. У нас, по-моему, уже начинаются самые последние уровни этой игры. Currently making his way through Lightning Lookout. Worth noting that the first half of Lightning Lookout is Ну, even more наверстывает, но там dangerous. все равно отставание на On 15 this секунд route, от because you Шафа. only have one Kong. Once you get to this part with the big booty birds, you can actually kind of, you know, drop a sigh of relief, because that is where the level actually not necessarily gets a little easier, but this is where the route gets normalized up until the halfway. And now we have Poisonous Pipeline on both Shaaf and Laugh's screens. Shaaf with only one Kong, okay. That was really scary. Да, именно в этом уровне, между прочим, очень опасно играть только с одним конгом. Желательно иметь два, потому что здесь постоянно может произойти всякие неприятности. Как мы видели, в трубе полно так называемых каштанов. На лаве вы можете увидеть, как они выглядят. But these gamers are pros, so they're making it. There you go, very nice. Now Shaaf is on the final boss. Laugh also just entering the final boss. Chaos is back, but not for long, because the true final boss turns out is K. Rool once again. Да, грубо говоря, вот этот босс, который мы видели в третьей зоне, он возвращается. Однако это не настоящий босс. Настоящий босс у нас на самом-то деле Крул, который в этой игре теперь как зловещий ученый. Это финальный босс этой игры. И ран закончится, как только подбирается последняя монета от Крула. So as you're about to see on Shaaf's screen right there, he's just going to grab this barrel and then turn around. Что сейчас сделал Шаф? Он подобрал, в общем-то, бочку, и сразу после этого он повернулся, чтобы чтобы Кирул из-за изменения экрана как бы подлетел вниз сразу в электрический луч, тем самым надамажив его. So props to him. Very nicely done. Now right here, going to be performing task here roll. Very nice. Они оба, между прочим, снова. Учитывая то, что Шаф имеет у нас где-то отставание в 10 секунд, но они прям очень близко. У Лафа даже дважды это получается, в отличие от Шафа. То есть дважды за этот луч. Третий, и все время для Шафа. 46-50. Блин, почти ВАР. Какой у нас ВАР у Шафа? По-моему, 45 же. 45-49. Да, то есть минута примерно от ВАРа. Это очень неплохо. Nicely done by him. 47-17. Тоже очень хорошее время. As I was about to say, Carol's hitbox not what it seems like, especially on the final phase. И, кстати говоря, где были Диди Конг и Донки Конг? Все это время они были в фаусе. On the Carol phase of the Carol fight, I should say. So yeah, right there, as you saw, Bluepen was able to grab the barrel. А из-за чего, вы не поверите, они думали, что там будут бананы. Donkey Kong Country 3, дорогие друзья.
Very nicely done. This is such a scary hit. Such a scary hit. And all three runners nailed it. Very, very good by them. Yeah, a jump right here. They grab the handle sooner and then use the barrel to damage K roll on the same cycle. Блин, то же самое, у Блюпена тоже, между прочим, иногда выходит дважды это сделать. Spawn the barrel with. Но это менее удачно, чем у Лафа. Я думаю, если у Лафа не получалось это сделать дважды так часто, у него не было бы вот такого вот, скажем так, это все равно, вот как я и говорил, где-то 27, ну да, 27 получается секунд отрыва. Я думаю, где-то время было бы еще хуже, если бы у него не так сильно не фартило. Yep, very nicely done by them. And like I said, these three are some of the best. Что происходит? Уже заканчивается у нас Donkey Kong Country гонка. Победил Шаф, держатель мирового рекорда в any %. Such a high level at awesome games done quick. Very awesome job. If you do like, if you did like this run, this race, if you enjoyed what you saw and you are thinking to yourself, wait a second, what if I were to do that or try this out by myself? What if I were... Да, и обязательно, конечно же. Если вам понравилась эта игра, обязательно поиграйте. Я не могу рекомендовать больше поиграть вообще в серию Donkey Kong Country. Это крайне хорошие игры. Это раз. Во-вторых, если вы хотите поспидранить, вы всегда найдете какие-то Discord сервера. Я точно знаю, есть даже один какой-то Discord сервер по Donkey Kong Country, который покрывает сразу 3 игры. I would love to have you as a runner of these games, these amazing Super Nintendo games. We could always use more runners, and the community is great. The runners are great. It's just a great time. Like, please join the community. We would love to have you there, and I hope you guys enjoy the rest of the marathon. Thank you for watching, and keep on rolling deep.